Привет, друзья! Сейчас еду навстречу. Узнал, что есть новый пистолет, тень, так сказать, тень великого ТТ. Пистолет называется Тень 28. Узнал об очередной новинке, супер новинке. К сожалению, о ней мало говорят, потому что производитель это не Калашников и не Техкрим, который может оплачивать там большим серьезным блогерам, либо же иметь бюджет на рекламную акцию. Поэтому хочу сейчас сам представить вашему вниманию вот этот в кавычках скромный экземпляр, который, уверен, не заслуживает оставаться без внимания. Это ТТ. Да, вы все думаете ТТ. ТТ, что это такое? Это ТТ Тень 28, калибр 10х28. Забегая вперед, скажу, что это ствол абсолютно голый, то есть не гладкий. И это, уверен, найдет любовь, сыщет любовь у любителей травматического оружия, потому что этот образец, уверен, ничем не будет уступать ни Зигзауэру, ни который выйдет новый Глок от Техкрима и Гранд Пауэру в том числе. Для ценителей именно ТТ это просто находка, потому что я вот люблю ТТ. Мое первое ТТ, мой первый вообще травматический пистолет, это был Лидер ТТ 10х32. Потом на него патроны кончились, и фортуновские патроны разрывали просто этот ствол, который был из фольги. Здесь производитель уверяет, что это будет стальной ствол, хотя в корпусе он именно настоящего ТТ. Мне кажется, здесь просто убрали данные, что это какого-то года производства. Но если присмотреться, возможно, это и новый затвор. Но видно, что это абсолютная сталь со следами фрезеровки. И видно, что там есть массивный ствол. В комплекте у него идет один вот магазин, такой же с характерными вырезами, да. Это в комплекте идет как от ТТ, и вот еще один в комплекте. То есть он уже комплектуется двумя магазинами. Это очень хорошо, не надо будет докупать отдельно. Меня радует то, что это калибр 10х28. Это калибр, который все больше и больше вытесняет девятку. Вот этот дырокольный 9 ПА. И если есть доступ к дореформенным патронам, то это еще лучше, потому что будет и пробивная способность, и энергетика достаточно для того, чтобы применять его по назначению в целях самообороны. А то, что у него гладкий ствол, это еще лучше, потому что энергетика не будет теряться во время преодоления этих преград, которые обычно устанавливаются в пистолете. Для того, чтобы исключить возможность стрельбы твердым предметом, на стволе снизу есть проточка такая, которая ослабляет ствол. Но учитывая, что это сталь, я вот чувствую, трогаю края острые, можно порезаться, и следы обработки. Чем-то он мне напоминает собой этот ствол. На канале есть видео, можете посмотреть. Grand Power Т12Ф. Там тоже снизу просточка, все начали хаять этот пистолет, что он рвет и так далее. Учитывая дефицит реформенных патронов, нынешние патроны, они не такие сильные, чтобы могли бы повредить этот ствол. Производитель как бы утверждает, что здесь этот ствол может выдержать до 4 застрявших резиновых пулек. Насколько это правда, я не знаю, но если сейчас будет возможность, я его разберу и посмотрим, что внутри. Что хорошо у этого пистолета, то что он плоский, то есть он намного тоньше Зигзауэра 226. Я позднее его в сравнении вам покажу, что он гораздо тоньше.
Ну, мы все знаем ТТ, а кто не знает, просто скажу, что у него нету стандартного предохранителя вообще априори, да, но учитывая, что это ООП, нам он и не нужен. Мы в стволе не носим патрон, дослали, применили его, не дай бог, да, к сожалению. Ну и дальше следуем букве закона, да, сообщили, вызвали, пришли и так далее и тому подобное. Вот, извлекли патрон, который был в стволе, если он следующий дослался, да, предварительно вытащив магазин, и все. То есть, учитывая, что мы не имеем права носить его в патроннике, да, патрон, соответственно, нам предохранитель не нужен. Да, он тяжелый, он 800 с чем-то грамм, это ТТ, мы все это знаем, но универсального оружия не бывает. Если смотреть ютубовские просторы, бесконечные эти видео, то мы видим, что те или иные образцы ООП все время клинит, ствол рвет, недосылы, патроны плохие и так далее и тому подобное. Поэтому я возлагаю большие надежды на этот пистолет, что он будет безотказный и надежный, как ТТ. Ну, а учитывая, что это новинка, в будущем там уже эксплуатация даст свою оценку его технической составляющей, насколько это правда. Ну, а сейчас попробуем немножко его разобрать. Уверен, это будет внутри все совсем по-другому, не как в ТТ, но зато сможем обозрить его ствол, какой он на самом деле гладкий. И вообще моя слабость — гладкие стволы, и моя слабость — это то редкое сочетание, когда вот они совпали все вместе. Это была моя мечта, когда первые ТТшки вышли. Я думаю, что это всего лишь дело времени, нескольких часов, максимум дней, что этот пистолет еще не мой. И уверен, мы на стрельбах протестируем его, потому что 10х28 это мой любимый калибр из ООП, он средний между 45 и 9, да. И то, что это ТТ, это великолепно. Я просто в восторге, я просто в восторге. Приступим к разборке. Поддеваем штифт, вытаскиваем его. Так, вот так. Вот так. И вуаля! Он делится напополам, как зигзауэр. Да, то есть часть осталась здесь, и вот часть со стволом, с пружиной направляющей и затвором он отделяется. Так, сейчас посмотрим, как выходит ствол. Так, пружина выходит так же, как у зигзауэра. И так, вот. Ствол несъемный, не выходит, как на первых сериях зигзауэра, но он двигается внутри. Так, посмотрим на него в просвете, если это будет видно. Сейчас. Ну, мы видим, что он абсолютно гладкий. Ничего внутри нету, только вот эта проточка, которая ослабляет ее и делает невозможным, в теории, да, выстрел более твердым предметом, нежели резиночка. Весьма необычно, в то же время очень привычно разбирается этот пистолет, потому что это я умею разбирать, собирать, и зигзауэр на канале тоже есть, можете посмотреть. Соответственно, ничего сложного в сборке-разборке нету. Вот здесь такая серьга двигается, но его нужно будет поднять, чтобы потом фиксировать его. Все, мы его поставили на место. Серьгу поднимаем вверх и ствол до конца. И вставляем направляющую, как на зиге. Сейчас посмотрим, как он должен ставиться. Как угодно, или же у него будет какая-то фиксирующая часть. Ну, учитывая, что вот
Он здесь таким полукругом, наверное, он должен идти днищем к стволу. Сейчас мы поставим. Если мы неправильно соберем, он не соберется. Это очевидно, это же оружие, а не игрушка. Вот, сейчас посмотрим. Сейчас. Все, он стоит на месте. Еще со времен ТТ мы знаем, да, если ничего под рукой нет, можно магазином толкнуть его. Все работает. Это ТТ, это классика. В России на постсоветском пространстве его любят, уважают, он узнаваем. И мы знаем, что травматическое оружие, оно чем хорошо, что оно должно быть еще и узнаваемым, чтобы порой достаточно английского горна, да, кто знает это, чтобы битва не состоялась. Соответственно, я обязательно приобрету себе этот экземпляр. Он хороший, он соответствует всем моим желаниям, критериям, потому что я люблю историю, я знаю историю, я уважаю нашу историю. Оружие я люблю, об этом вообще можно не говорить. 10х28 тоже я люблю. Это я люблю. Гладкий ствол я люблю. То, что он большой, мне не жмет. Кому жмет, пусть идет дома. Пусть сидят дома. Мне он всем устраивает. Кто-нибудь скажет Grand Power хороший, кто-нибудь скажет Zigzauer хороший. Да, они все сделаны ООП, а это настоящий. Был, есть и будет пистолет. Да, к сожалению, это не 7,62 на 25, это не пробивает бронежилет. Да, поэтому пистолет, мне кажется, он с говорящим названием «Тень». Это тень былого величия пистолета ТТ, но пока что хотя бы по заявленным характеристикам это достойная тень своего прародителя. Это абсолютный эксклюзив. Я еще нигде в интернете не видел об этом пистолете ничего. Соответственно, если кто-то купит, будут вопросы, либо будут стрельбы, пишите в комментариях, пожалуйста. Да, и самое важное, уважаемые зрители, если у кого-то есть доступ, либо залежался где-нибудь до реформа 10х28, у меня просто нету, да, когда я этот пистолет куплю, обязательно свяжитесь со мной, если это возможно, одну-две, да, какое-то количество для тестирования. Я не побоюсь, я выстрелю из этого пистолета. Разорвет, значит разорвет. Не разорвет, значит мы все с вами будем видеть, что он реформу держит. А так, это был Тень 28, абсолютный эксклюзив. Канал Цена Вопроса. Пишите, звоните, жалуйтесь, радуйтесь жизни, веселитесь. В комментариях укажите, что знаете больше, рекомендации, пожелания. Вот, как-то так. До скорых встреч, дорогие друзья.